Вот, собственно, менюшка DST. Видим версию на данный момент. Вот, можете сравнить со своей, если у кого-то есть доступ. Зайдем, значит, в менюшечку с поиском серверов. Вот перечень всех серверов доступных. Количество игроков, как вы видите, варьируется от 2 минимально до 16. Это 20, вот да, по-моему. Нет, даже 64 есть. В общем, с помощью модов это дело можно расширять. Но я не знаю, насколько это как бы удачный выбор. Еще такой минус есть на стационарных серверах, которые как бы круглосуточно работают. Если вы на такой сервер зайдете, может случиться так, что в радиусе ходьбы 1,5-2 дней, наверное, вы не найдете ресурсов. Если на сервере не установлен мод на возобновляемость ресурсов, то вы просто умрете ночью, я не знаю, не найдя даже банально на факел ресурсов. Поэтому первое время я вам рекомендую все-таки хостить свой сервер и побегать с другом, там, не знаю, найдите в группе или еще где-нибудь друзей, которые там играют, и вместе побегайте, освоитесь. Вот, допустим, сделаем новый сервер, соответственно, имя, пароль, если он вам нужен, описание коротенькое, game type выбираем. Далее PvP включаем-выключаем. Ну, тут, я думаю, все понятно, можно махаться с другими игроками, если кто-то любит вандалить там и все такое, вот, вперед, как бы. Количество игроков по умолчанию от 2 до 6 можно. Friends Only — это опция, значит, которая позволяет подключаться к вашему серверу только вашим друзьям из Steam. Ну, я лично так понял это. И сервер Type через интернет, либо через локалку. Вот, настройки мира, конечно, тут тоже немножко другие. Вот есть стандартные, значит, пресеты. Можете выбрать там какой хотите. Вот, недавно ввели этот Reign of Giants, соответственно, можете его отключить. Стандартные настройки, но я бы вам рекомендовал все-таки играть на вот этой вот стандартной для DST настроечке Together Forever, потому что если вы будете делать свою, могут быть всякие накладочки с собаками, то есть там, допустим, на каждого игрока прибежит по 5 гончих там сразу сходу, и это будет не из-за того, что вы поставили там много собак, даже если вы поставите мало собак, просто эта настройка заточена именно под мультиплеер, то есть под какое-то количество игроков. А если вы будете какие-то свои настройки делать, то это, возможно, будет какая-то нестыковка, в общем. И для вас это будет, как бы, ну, губительно очень. Так, ладно, в общем, запускаем сервер. Первое время советую вам играть только базовыми персонажами с минимальным количеством модов, потому что после введения Reign of Giants почти все моды умерли на самом деле, они не адаптированы и постоянно крашат игру. Вот, поэтому играйте на минимальных каких-то там модах, которые совсем вам кажутся жизненно необходимыми, но я бы вам советовал вообще отрубить на первое время все, потому что версия пока нестабильная, лично, по-моему. Вот, играем стандартными героями пока что. Ну, допустим, выберем, не знаю, Вебера. Отлично, так. Здесь, значит, все стандартно. Пошла загрузочка. Вот хочу обратить ваше внимание, что в DST, в отличие от просто Don't Starve, мир не такой дружелюбный на стандартных настройках, потому что, как вы видите, я не появился в центре какого-нибудь луга, я просто не пойми где появился, ресурсов здесь не так уж много, как хотелось бы. Возможно, первое время это будет сбивать с толку вас. Ну, как обычно, стараемся первые дни набрать самое необходимое: травку, ветки. Не переборщите с едой, на самом деле. Первое время у многих играет жадность, и они начинают забивать полный инвентарь ягодами, там, морковкой и всем прочим. Этого не нужно делать, потому что вы просто тратите свое время впустую. Ничего полезного не будет, потому что еда портится рано или поздно. Вот зеленый фон, если кто не знает, конечно, со временем он пропадает, и в итоге продукт портится. Вот. И чем хуже его качество, тем меньше полезных свойств он как бы имеет, а то и вредных свойств. Так, ну это ништяки Вебера. Он сразу имеет монстрящее мясо, которое он может кушать без штрафов, и кокон паучий, который можно посадить куда угодно.
Соответственно, рекомендовал бы вам сразу собирать веночек, если вы, конечно, не играете за, допустим, Викфрит, у которой шлем дает безумные бонусы. Вот, вообще Викфрит и, я считаю, ну, многие персонажи, конечно, особенно кастомные, они отличаются имбованностью такой довольно заметной. Но не суть, не о том речь. В общем, в любом случае постарайтесь в первый день насобирать 12 цветочков, чтобы скрафтить себе венок. Еще не торопитесь ставить лагерь. Чтобы поставить лагерь, нужно трижды подумать, посмотреть расположение своего лагеря, предполагаемое, и оценить как бы расстояние до бифола. Если кто не в курсе, это такие бизончики на биомах с травкой на полях. Вот мне повезло, я уже нашел каменный биом, как вы видите. То есть здесь начинается поле целое камней. Вот. Ну, допустим, с этого я и начну. Вот. Какие рекомендации по поводу расположения лагеря? Лагерь стоит располагать в относительной, подчеркиваю, относительной близости к паукам и к бифола. Ну, лично, по моему опыту, это наиболее удобный выбор. Потому что, если вы расположите слишком быстро к чему-либо из этого, паучьи гнезда имеют свойство разрастаться. И, конечно, вы можете там периодически их атаковать, разбивать и все такое, но рано или поздно вы можете отвлечься, не заметить, как гнездо, в общем-то, разовьется до состояния крайнего, когда это, значит, паучья мать начинает просто бегать и безумно отпочковываются от нее пауки, которые агрятся на все, что рядом. Вам возле базы это не нужно, поверьте. Вот, поэтому нужно на таком почтенном расстоянии держаться от них. А бифола, соответственно, тоже имеют свойство размножаться, и пока они размножаются, у них красные задницы, они также агрятся на все подряд. Вот, поэтому крайне не советую прямо на полях в упор к бифола строить что-то. Ну, опять же, если вы не играете каким-то персонажем, который, в общем-то, может без особых усилий разобраться с такой проблемой. Ну, основные моменты по поводу стартов ДСТ я, в принципе, разобрал. Ничего особенного, но дальше я планирую, конечно, развивать эту тему. Мне интересна эта игра, также эта рубрика, в принципе, мне кажется перспективной. Вот. Это исключительно мое мнение. Я согласен с тем, что у каждого свои стратегии развития. Кто-то развивается как бешеный кореец в Старкрафте, с безумным таймингом там и строгими рамками. Ну, я предпочитаю играть себе в удовольствие и заниматься тем, что мне больше нравится. И чем хорош как раз ДСТ, то что можно скооперироваться с игроками, у которых различные приоритеты в играх. Допустим, кому-то нравится бегать и охотиться на каалофенов, фармить мясо и все такое. Вот. А кому-то больше нравится, наоборот, там облагораживать, не знаю, свой лагерь и чем-нибудь таким заниматься. В общем, не знаю, игра, мне кажется, довольно интересной. В принципе, я бы рекомендовал вам ее. Всем удачи!